Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет! Вы на канале Guard.ua, это рубрика «Комментирую игры моих подписчиков», и сегодня у меня подписчик под псевдонимом Доминик. Доминик Торетто. Сегодня у нас будет билд за семью. В общем, если что, эта игра будет со старого патча, потому что этому подписчику я обещал, что я ее обязательно прокомментирую, и он мне обещал, что я кайфану от этой игры по полной программе. Ну что ж, я надеюсь, он меня не обманул, и здесь будет что-то такое необычное и интересное. Вы, соответственно, по превью все сразу поймете, а я, к сожалению, не пойму, потому что игры подписчиков я не смотрю заранее, я их смотрю вот в реал-тайме. Поэтому погнали. Присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и, соответственно, хорошего вам дня, вечера и так далее. Короче, вы меня поняли. Хочу напомнить, что мне нужна ваша поддержка, поэтому не забываем за лайк. Обязательно. Комментарий от 3 слов обязательно оставляйте, чтобы он продвинулся в тренды рекомендации. Ну и, соответственно... Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. И если вы хотите, чтобы я прокомментировал конкретно вашу игру, то в комментариях будет закрепленное сообщение с ссылкой на запись в моем телеграм-канале, где я подробно объясняю, что нужно для этого сделать. Вот, только сразу говорю, если вы с мобильного телефона начинаете записывать, либо с планшета, ставьте режим «Не беспокоить», потому что там прилетают всякие уведомления и тому подобное. Ну и самое главное, проверяйте качество записи, чтобы было количество кадров не менее 60, ну и, соответственно... Full HD. Ну, думаю, тут так это понятно. Ему тут собака пришла со старта. На самом деле, зря, наверное, он ее не берет. Но я думаю, не взял. Ладно. Все, рот завалил. Завалил рот. Красавчик. Предметы не выбирает, судя по тому, что он не смог пока определиться, какой ему билд делать и тому подобное. Ну что ж. Мне уже интересно, на самом деле, что здесь будет за сборка такая, что он сказал, что я от нее кайфану прям. Вот прям получу наслаждение 200%. Опа! Ничего тебе баф людей падает. Обалдеть. Не, ну это жир. Это очень жирно. Ну, кстати, ты можешь поставить баф воинов, потому что собака не так уж и плохо выглядит. На самом деле у него сейчас сильный стол. О, молот грома. Боже, какие хорошие предметы. Посмотри, там есть ли какие-то суммоны. Ну ладно. На самом деле я бы на его месте, перед тем, как скипать перчатку первого тира, я бы обязательно посмотрел, есть ли там суммоны. Потому что если там есть суммоны, жадная перчатка обалденная против них. Особенно если у кого-то там есть орк-охотник. А у него есть клокверк в 2 звезды, который, если что, кабанчика 2-звездочного схавает. Потому что зачастую кабанчик... так жестко наваливает. Ну, я думаю, вы это и сами прекрасно знаете. Кстати, ребят, я хочу обратиться к своим подписчикам и узнать ваше мнение. В общем, у меня есть игра со старого патча. Я ее не выкладывал. Вот. И мне интересно ваше мнение. Она со старого патча, но там очень жесткая игра. Там 40 раундов. Она интересная, она необычная. И такое произошло у меня, наверное, впервые за несколько месяцев, несмотря на то, что я играю ради контента. Поэтому мне нужно ваше мнение, напишите о нем в комментариях, стоит ли выкладывать эту игру или не стоит выкладывать. Но я думаю, что если я ее выложу, вы кайфанете от просмотра на 200%. 100%. Катка эмоциональная, интересная и, честно, такая, знаете, как на грани была. То есть и да, и нет. Ну, все, дальше без спойлеров, я жду ваше мнение в комментариях, соответственно. И, кстати, я там сегодняшний дневной ролик выложил, и я хочу узнать ваше мнение. Как вам двойной режим все-таки? Стоит ли дальше записывать и тому подобное? Поэтому не забывайте отвечать на все мои вопросы. Мне это важно. Ну и, соответственно, я буду еще делать опросы в телеграм-канале, поэтому ты тоже должен на него подписаться обязательно. Ладно, давайте вернемся к игре. Так, баф людей. Оп, сюда. Берем баф людей. Берем баф людей. Алло. Баф людей взял? Возьми баф людей. Возьми баф людей. Доминик, я сейчас тебя за семью покараю. 8 секунд, 7 секунд. Баф людей возьми. Ну, у тебя там Лина, возьми баф людей. Баф людей возьми, это куча опыта, возьми баф людей. Вот почему ты сейчас не взял баф людей? Ну, плюс 3 опыта за каждый раунд. Это очень много на начальных стадиях игры. Да даже не на начальных стадиях, просто посчитай сам. Ты 100% получаешь плюс 2 опыта. 100%. Ты посидишь в людях, ну, раундов 10. Это 20 опыта.
Это обалдеть как много. Стоит ли оно того, то, что ты сейчас сделал? Я думаю, нет. Вот ты все равно взял уровень. Ну, ладно. Окей. Пролюбил баф людей. Собака, кстати, неплохо там урона нанесла. У него сильный стол. Мог быть еще сильнее. И мог намного грамотнее реализован быть стол. Но ладно. Окей. Хозяин-барин. Но я считаю, это жесткая ошибка на начальных стадиях игры скипать баф людей. Ты можешь в любом случае еще поставить себе полный баф людей. Полный. Стол у тебя прекрасный. Найдешь котла какого-нибудь, поставишь себе full баф людей, если у тебя будет уже к тому времени довольно-таки сильный стол, выйдешь в 12 уровень. Ну, возможно. А возможно не выйдешь, но получишь кучу опыта хотя бы за 1-2 раунда. Ну, короче, я считаю, это ошибка, и это прям до слез меня только что чуть не довело. Легионка уже 20 урона, это вкусно. Очень вкусно. Рики ставит. Рики полезный персонаж. Я одобряю такое решение. Рики очень полезный персонаж. Накидывает Silence. А в текущем патче, в новом уже, там Silence намного лучше работает. То есть там Silence кастуется раньше, чем, допустим, маги-драконы закастуют. Из-за того, что появилась новая механика, боевой клич. Это прям, ну, меня радует на самом-то деле. Да, в новом патче, конечно, не обошлось без багов, но это просто маленькая инди-компания. Эх. Кстати, мало смотришь на столы противников. Кстати, посмотрим, соответственно, какой здесь ранг у него. И, соответственно, будем смотреть, насколько он играет. Хотя я уже, по-моему, смотрел, мне нравились его игры. Хорошо, грамотно все делает. Уже 30 урона в легионке. Хорошо, 5 винстрих, вообще прекрасно, замечательно. Пока непонятно, на чем он хочет сыграть. На зверях. Не, ну в принципе, почему нет? На зверях будет комфортно поиграть. Там Тинкер в 2 звезды. Может все заруинить. Лон-друид уже пришел. Хорош. Да, обожаю такой скилл. Но это хотя бы не антимаг. Хотя на самом деле Мишка зачастую руинит больше, чем тот же самый антимаг. А еще хуже, когда у тебя есть и Мишка, и антимаг против тебя. Это вообще 10 из 10. А если Мишка в 2 звезды пришел ранее, а если у него еще и Рок войны, а если там чел еще найдет Некромикон Рефрешер, ой-ой-ой-ой-ой, как же это больно. Не, ну Легионка у него уже такая, более-менее огромная. Ну, баф людей. О, баф людей взял. Поздно, конечно, но взял. Может, все-таки Лина поставить вместо ЦМки. Хотя не факт, что и Лина закастует, а ЦМка хотя бы ману нарегенит. Хотя это на мобах какая разница. Как по мне, на мобах вообще плевать. У тебя сейчас этот гоблин-мех, кстати, прыгнет в левый верхний угол. И я бы такой, чтобы ты поставил лучше легионку где-то в левую часть. Лину по итогу продал, оставил ЦМку. Кстати, много кто ЦМку недооценивает. На самом деле, очень хороший герой. За 1 монетку он того стоит. Но я бы на самом деле, наверное, сделал бы ЦМку, чтобы раз в секунду регенила ману. Это было бы намного лучше. Ну, как по мне. Потому что, ну, герой мало где используемый, хотя потенциал у героя на самом деле жесткий. Либо же просто поменял бы способность у этой ЦМки. И поставил бы, наверное, там, ну, чтобы какой-то контроль был, обледенение. То есть вот что-то такое. Что там по реликвии? У тебя есть, кстати, гнездо Мамора, жезл Киры. Странно, что не смотришь реликвии заранее. Раз у тебя есть там Мамора, то ты, в принципе, можешь и Мамору поставить. Яйцо, свиньи. Есть коса, мастерская бума. Яйцо неплохая реликвия. Возьмет яйцо, окей. Сильный стол, но из-за того, что у него весь стол в 1 звезду, он довольно-таки слабый.
Я так понимаю, он хочет сыграть на рыцарях. Вот сейчас один Тинкер зарешает всю игру, проверяйте. Логи боя! Логи боя были потеряны. Не, ну Тинкер в 2 звезды, он мощный. Я ж думаю, он посмотрит логи боя потом. Обидно, что отдал винстрик еще. Сейчас проверяйте, ему нормальное усиление придет за несколько раундов. Шесть воинов собирается, неприятно. Против воинов будет тяжело. Хотя, на самом деле, в старом патче вообще плевать на этих воинов. Ой, ну да, в старом патче вообще плевать на этих воинов. В новом патче можно, ну там надо еще будет как-то извернуться, чтобы в новом патче, скажем так, порвать этих воинов. Хотя и на воинах стало намного сложнее играть. Потому что от возврат урона теперь нету отхила. Ну, такое. Ну, в общем. Тут он вроде выигрывает. Ему бы, конечно, еще одну легионку найти. Было бы приятно. У легионки уже плюс 60 урона. Это очень вкусно. О! Энигма. Бери Энигму и поставишь себе отхил. У тебя скоро уровень, бери Энигму. Он, кстати, хочет на рыцарях сыграть. Может, ну, ладно, уже Энигму не возьмешь. Так, берет инвестицию в лучшее будущее. В лучшее будущее. То я что-то как-то заговорился. Это хорошо. Вот видишь, ты сейчас сидишь с бафом людей. А мог бы сидеть с бафом людей с 6-го раунда. Яйца решил активировать? Необычно. Не знаю, я бы, наверное, яйца активировал только в тот момент, когда я собираюсь ролить. Чтобы максимально быстро найти нужную фигуру в 3 звезды. Ой, ну легионка уже приятно наваливает. Логи боя, Доминик! Где логи боя? О! Красава! Кстати, у него скоро будет уже баф рыцарей. Еще парочка рыцарей, и будет баф рыцарей. О, яйцо. Интересно, на каком раунде к нему придет друид, чтобы апнуть энчу? Я вот последним временем, когда беру энчу, вот у меня их много, да, как-то друиды вообще не хотят ко мне идти. Ого! Вы видели? Там у чувака почти весь стол в 2 звезды. Сильно. Очень сильно. Ему самое главное сейчас, чтобы легионка вообще не умирала. Не будет умирать, соответственно, будет все хорошо. Ай-яй-яй. Ну это Тинкер просто. 3500 урона у Тинкера. Еще и резак в 2 звезды напилил его. Неприятно. А, он у ДК. Хорош. ДК это хорошо, ДК это сильно. Эх, какой выбор? Поставить ли Клокверка, либо же поставить баф рыцарей? Хороший выбор. Так, я так понимаю, он хочет идти в легионку. Шанс выпадения 35%, но легионки не будет, судя по всему. Но плюс 70 урона у легионки. Кстати, расскажу прикол. Мало о нем, конечно, кто знает. И просили такие вот фишки рассказывать. В общем, если вы на свой стол поставите 2 легионки, например, 1 звезды, да? Так можно делать и с 2-звездочной легионкой. Вот. И если там у нее есть на пассивке урон настаканный, допустим, 100 единиц у одной легионки, 100 единиц у второй легионки, то, соответственно, когда вы их объедините, то пассивка эта суммируется, и, соответственно, у вас будет 200 урона на пассивке. Это тоже такой вот момент, о нем мало кто знает, но рассказываю вот вам. Можно иногда использовать. То есть, допустим, если вам на ранних раундах упало несколько легионок, то, соответственно, это можно прям использовать. Даже нужно это использовать, ребята, нужно. Ой, масочка. Как хорошо ему пришла маска. Ему бы теперь только легионку хотя бы в 2 звезды. Там у противников сильный стол, и сейчас как бы обузить тему с легионкой не получится. Антимаг. Оп, сюда. Это пригодится.
Новый рыцарь. Вместо луны поставить хочет, да? Не, ну, в принципе, неплохо будет вместо луны. Не надо так делать. Не выходи из инкама. Ладно. Сролил сколько? 35 монет на то, чтобы найти легионку в 2 звезды на 16 раунде. Но он это сделал чисто из-за того, что ему легионка нужна огромная. Потому что если легионка не будет огромной, то будет огромная проблема у легионки. Тогда легионка себя не сможет реализовать. Чем больше урона у легионки, тем, соответственно, лучше. Тем, соответственно, намного легче играть. Но есть просто один момент. Есть щит 5-го тира, который весь урон может вернуть. И если там легионка будет с какими-то критами, то я думаю, вы сами прекрасно понимаете, что будет. Там уже, кстати, Тайда нашли. Свена нашли. Обалдеть. Это жестко. Не знаю, на твоем месте бы я, наверное, даже антимаговый поставил. Есть 2 еще орка-жреца. В принципе, его тоже можно реализовать, но не очень хочется, судя по всему. Кстати, интересная расстановка. Поставил нового рыцаря назад, на 3-ю линию. Интересно, почему. Я бы почему поставил, кстати, вот антимага. Антимаг, он выключит всех демонов у врагов. А там есть Свен. Но Свен пока что без ведьмаков. И, соответственно, Свен не будет чистым уроном бить. Башер. Ой. В Мартретку прилетел свой башер. Котл. Надо тебя поставить, антимага, 100%. 2 гнезда Маморы. Кстати, а уже хорошо чекает героев. Я поспешил с мнением. То, что он редко чекает. Красава. Чел это, селедку закинул в Мамору, интересно. Такого я еще не видел. Не, ну я сам лично закидывал эльфийскую волшебницу в Мамору, но там я протупил. А Свена нет, кстати, да? Ну тут Тинкер много будет делать. Кстати, если жетон отступника упадет, надо будет оставить этот жетон отступника. Будет двойной урон наносить. Ну, как двойной? На 50% больше урона будет наносить, соответственно, по рыцарям. Тоже такой момент. И такой довольно-таки важный. Клевер, если что, работает на синергию рыцарей. Намного чаще синергия рыцарей срабатывает. Оп, винстрик. Хорош. Ну там парень уже, кстати, в 9 уровне. Теперь вот вопрос... А, да, ролить будет. Только хотел его задать. Будет ли он дальше ролить или не будет? Я так понял, он хочет найти раннюю легионку в 3 звезды, а потом уже отталкиваться от ситуации. Я думаю, тебе стоит поставить антимага все-таки. Хоть там парень не убрал Свена, но все же, я думаю, стоит поставить. Пригодится. Но отдам должное. Играешь на мужика без антимага. Красавчик. Нет, не бейте! Жить! Легионка, жить! Хорош! Отлично, прекрасно, замечательно. Ух! Мне в моменте показалось, что сейчас легионка отлетит. Как же ему на легионку не фартит, прикиньте. Просто не идет и все. Зато Луна пришла. Луна это хорошо. Мышонка продал, легионку поставил в сторону, чтобы не сдохла. Это правильное решение. По предметам, на самом деле, у него все хорошо. Не скажу, что у него все плохо. Упадет мастерская бума, возможно, будет искать предмет 5-го тира. Хотя не знаю, возможно, ему стоит найти предмет 4-го тира, который будет давать чистый урон. Кстати, парень играет через Мартретку и троллей. Интересно. Да, я думаю, все-таки ему придется искать предмет 4-го тира. Против рыцарей будет довольно-таки тяжко, а предмет 4-го тира ему поможет. В этом патче предмет 4-го тира еще работает с отхилом, но в новом патче весь чистый урон не работает с отхилом. К сожалению. Не знаю, зачем разработчики именно так это сделали.
Кстати, ему нужна всего лишь одна легионка, и он ее соберет в 3 звезды. И вот дальше что он будет делать, мне интересно. Он останется в рыцарях или он будет искать другой билд? А что там по реликвии? Не хочешь посмотреть? Решил яйцо апнуть. В принципе, окей. Посмотри реликвию. Реликвию посмотри. В самом деле, в новом патче рыцари себя неплохо чувствуют из-за того, что отхила нет. Опа! Мастерская бума. Хорош. Я так понимаю, ничего искать он пока что не будет. Он дождется 25-го раунда и уже 25-го раунда будет отталкиваться. Там, кстати, боги собираются. Но странные боги. Так, опять, кстати, этот Сергей пришел. Да, мне кажется, ему нужно будет найти чистый урон. Иначе он не будет пробивать этих рыцарей. Либо поставить ведьмаков надо будет. Да, видите? Он вообще не пробивает. Да. У противника рыцаря щиты нормально так прокнули. Не прокнули бы так щиты, было бы намного проще, но... Имеем то, что имеем. О, легионка! Сюда! Отлично, все, легионка 3 звезд. Ну все, легионка за каждую победу будет получать плюс 25 урона. Так, ну, я думаю, на ту... Гритеров? Интересное решение. Тут еще и воины собираются. Ну, тут по-любому нужно будет искать перчатку 4-го тира. Хочешь, не хочешь, но надо. Выбор без выбора. Сейчас опять плюс 25 урона получит. Не, огромная легионка, это кайф. Помню, у меня когда получилось на легионку настакать 1500 урона. Это было очень много. Ну, на пассивке у меня было, короче, 1000 урона, и там с руки что-то еще было. Идет в уровень. Кстати, хочу подметить, посмотрите, сколько баф людей ему накидало опыта. Сейчас он покажет. Убийцы. Ну вот, кстати, надо, чтобы убийцы вылетели, тогда можно смело перепрыгивать либо в ведьмаков, чтобы легионка била чистым уроном, либо же, соответственно, искать перчатку 4-го тира. Вот тут вот такой момент. Чтобы поставить ведьмаков, ему нужно будет по-любому брать 12 уровень. Ну вот, кстати, смотрите, 30 из 48 опыта у него на секундочку. Логи боя не забывает показывать, это хорошо. Но рыцари, кстати, неплохо работают против убийц. Очень даже неплохо работают против убийц. Ой, как там нормально урона у этой легионки. Вкусно, вкусно. Гоблин-убийца Керри. Понимаю. Судя по всему, здесь будут все-таки ведьмаки. Ведьмаки плюс рыцари. И огромная легионка. Он еще поставит себе немного демонов, у него там будет тонна урона. А там, кстати, парень играет через алхимика. Ну, на самом деле, не особо-то и страшно, но там есть бог-дух, против которого тоже будет неприятно. Любимый антимаг через троллей. Ничего необычного, ну. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Жить, 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 жить. Много контроля прилетело в моменте. Самое главное, чтобы ему сейчас упал нормальный предмет. Надо дальше идти в уровень. Но я так понимаю, он хочет поставить гритеров. Против духа. Но для того, чтобы сыграть на гритерах, ему нужно будет
Сильный стол, это во-первых. Хотя там 6 духов, ой-ой-ой. Ну тут по-любому надо будет гритеров поставить. Но тогда нужно будет найти перчатку 4 тира. Без перчатки 4 тира будет очень грустно. Фартанет, если ему с первого раза упадет перчатка 4 тира. Ну тоже, он найдет эту перчатку 4 тира, но там же есть убийцы. О, жетон! Отлично! Жетон отмена работает против рыцарей и всего остального. 9 воинов через селедку трехзвездочную. Обалдеть. Обезоружь. Да, дух там сильный. Хрустальный топор будет хорошим решением, но... Либо кристалл, либо мифриловый доспех. Хорошее решение взять. Именно этот предмет. И жетон отступника. Сейчас он своей легионкой будет наносить на 50% больше урона по рыцарям и по людям. Вот, кстати, такой вот момент, если что, то поправьте меня в комментариях. Я не знаю, как работает под рыцарями. То есть, смотрите, что я имею в виду. Рыцари, когда 6 штук собираешь, там и 4, то баф рыцарей накладывается на абсолютно всех. Вот у меня вот такой вот вопрос возник. Работает ли это на абсолютно всех героев, которые находятся под бафом рыцарей? По логике вещей, то все будут считаться рыцарями. И, соответственно, 50% больше урона будет. Или это не так работает? В общем, если что, то поправьте меня в комментариях. Но то, что против рыцарей это работает, это прям 10 из 10. На самом деле, много кто недооценивает этот предмет, но этот предмет очень жесткий, особенно если против тебя есть точно такой же билд. Сильные легендарки здесь есть. Если найдется там дух пятерка, то по-любому нужно будет искать. Ну, точнее, не искать, а ставить гритеров. Идет в уровень. Пока что не спешит использовать мастерскую бума. Жрецы, ой-ой-ой, Кираса. Не-не-не, тут по-любому нужно будет искать тебе предмет 4 тира, если ты не будешь ставить себе ведьмаков. Хочешь, не хочешь, но надо будет. Легионка АФК стоит. Ой-ой-ой, синергия духов, больно. Синергия духов, ой-ой-ой, как это больно было. Кто не понял, что только что произошло и как работает синергия духов, рассказываю. Смотрите, когда срабатывает окаменение, то по этому окаменению, если нанесется 2 удара, неважно от чего, от магии, либо же от урона с руки и тому подобное, то, соответственно, активируется синергия рыцарей. И когда рыцари активируются, синергия духов, когда активируется, то, соответственно, она наносит 20% от максимального хп фигуры. И это все чистый урон. Это сильно. Не-не, Гримтача возьми, Дума поставишь. Дум пригодится тебе. Возьми Гримтача, пригодится. Поставишь Дума, будет у тебя, соответственно, хоть какой-то контр от хила. Я тоже постоянно, когда играю на гритерах, беру этого Рики. Сильный персонаж. Очень много может натворить грязи и, соответственно, зарешать. Ай-яй-яй-яй-яй, как плохо пассивка прокнула. Ситуация, конечно, так себе. Будет все-таки через Дума сидеть, окей. Там дух пятерка в 2 звезды. Блин, так быстро пролистнул, что я не успел посмотреть. Нет, там дух пятерка в 1 звезду. Ну, там сильные ребята, конечно. Особенно мне нравится парень, который играет на жрецах, и у него... легендарная фигура в 2 звезды. Ну...
Не, ну щит 5-го тира это имба. Ну, конечно, сомнительное решение было молнии скипать. Ну, окей. Будет играть через плотность и надеяться на свою пассивку, надеяться на этот отхил. Ой-ой-ой, сколько там уклонения много. Просто жрец на 8 уровне с легендарными фигурами в 2 звезды. Шанс 1% на секунду. Ой, хорошо, Башер прилетел. Отлично даже прилетел. Клевер, кстати, если что, бесполезен сейчас на легионку. Все-таки ему бы желательно найти предмет 4-го тира, чтобы пробивать рыцаря на 1-м месте. Хотя, если рыцарь там не перестроится, то его схавает дух. А если там еще и дух 5-ка придет в 2 звезды, сочувствую ему. Вместо Хускара, я думаю, он поставит себе берсерка. Не знаю, насколько профитно оставлять кунку. Не профитнее ли Дум? Как по мне, Дум намного профитнее будет. Не знаю. Мамора, кстати. Интересно, кого закинет в Мамору. Ему надо было брать Свена, у него был бы уже Свен в 2 звезды. Поставил бы себе под гридров и кайфовал бы. Кстати, друида скипнул, у тебя 2 инчи есть. Да закидывай тогда в Мамору этого. Рики, неплохо будет. Или орка жреца тоже будет неплохо. Но я так понимаю, он хочет найти берсерка и закинуть туда берсерка. Кстати, против него сейчас воин. Воин с кирасой. Не хватает урона. Надо перчатка 4-го тира. Хочешь, не хочешь, но эта перчатка тебя выручит. Маску хочешь. Ну, не знаю. Маска вроде... О, ДК 3 звезд. Ой-ой-ой-ой-ой. А это уже проблема. Это огромная проблема. ДК 3 звезд. Ну, надеемся, что ему упадет на 35-м раунде перчатка 4-го тира. И он этого ДК сожрет. Все дебафы от ДК работать не будут под гритерами. Но это неприятно в любом случае. Все равно выжигать будет. Кираса. Так, найс башер. Найс еще один башер. Просто башер 2 раза подряд. И минус убийца. Отлично. Минус одна проблема. Ждет берсерка. И в берсерка закинет Мамору. Наоборот. В Мамору закинет берсерка. Алхимик 3 звезд с маской 5-го тира.
Я надеюсь, кто-нибудь его вынесет. Но я думаю, алхимик отлетит от духа пятерки. Ну, от духа в целом. Кстати, вот духи. Духи сейчас ничего не могут ему сделать. Он должен спокойно выносить духов. Да. Дух ему ничего не делает. Ой, там, по-моему, алхимик разогнался. А легионка потихоньку растет. Понемногу, потихоньку. Давай, предмет 4-го тира. Да тебе, по сути, этот клевер никому не отдать. В самом деле, этого алхимика довольно-таки легко будет уничтожить, если ему, допустим, какой-то башер 4-го тира упадет, потому что алхимик элементарно не сможет надамажить, разогнаться, а легионка все это время будет его пинать. И если он на алхимике еще и поставит себе синергию Киры, там будет вдвойне неприятно. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, жить, 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 жить! Минус такого алхимика, что ты играешь чисто от него. От него одного. Друид. Друид. Хорош. Такой алхимик, он очень сильный, но ты играешь через одного героя и, по сути, там сносишь по минус 6, по минус 5. Ну, по минус 6, по-моему, сносишь. У него 27 хп. Я думаю, рыцарь... Ну, я думаю, алхимик отлетит от духа. Рыцарь получит еще раз в табло от духа. А вот Доминик будет получать, скорее всего, от ДК. Но сейчас, если ему фартнет на предмет 4-го тира, ему станет вообще просто жить. Я держу за него кулачки. Вот, если что. Давай. Давай. Перчатка. Башер классная тема. Обалденная тема. Я бы взял на самом деле. Это скилл. Ребята, это просто скилл. Криты, бессмертие. Я бы, наверное, бессмертие брал. Хотя и криты тоже классная тема. Под легионку 400% урона. Но взял бессмертие. Решил сыграть на гарантию. Плюс он будет намного плотнее. Плюс у него перчатка. Короче, огонь. Сейчас у него все огонь. Обидно, что он никого не закинул по итогу в Мамору. Ну, может, еще не время. Может, в скором времени и закинет. Скилл обнаружен. Перчатка найдена. Сейчас будет намного проще играть. Он сейчас этого ДК будет нормально пилить. Смотрите. Хоть ДК и сильный, но у него есть бессмертие, у него есть жетон отступника, он на 50% больше наносит. То есть там по рыцарям урон не 700, не 800, а около что-то 1600 где-то так. Давай, грызи! Отхила не хватает. Не хватает отхила. Хочет блин закинуть в легионку, чтобы она прыгала к ДК. Хорошее решение тоже. Да активируй эту Мамору, уже закинь кого-нибудь туда. Хотя если Берсерка закинет, это будет намного приятнее, но все же. Решил поставить двух Рики ради сайленса. В принципе, окей. Рики подставил под ДК. Отличное решение.
порезал. И это, кстати, оригинал к нему пришел. Но он ему немного снесет. Да хорошо. Ну, кстати, там Сергей вынес этого духа. Неприятно. И дух вылетел, хорошо. Ну все, они остались 1 на 1. Посмотрим. Сейчас самое главное, чтобы ДК прыгал как надо. Ой, ДК, легионка. Да активируй ты уже это Мамору. Тебе некого ждать. Давай Мамору и Рики туда закидывай. Пу-пу-пу. Хотел Тайда найти, но... Чего нет, того нет. Ну, зато Рики в 2 звезды. Приятно. Так, ну вроде бы... Давай, давай, бей. Хорош. Щит 5-го тира не имба. Столько урона только что вернул этот щит 5-го тира. На. Еще раз щит 5-го тира вернул урон. Скажем так, Доминик в этой игре еще наслаждается. Потому что в новом патче чистый урон это будет поплава. У меня такой вот вопрос. Интересно, он дождется, чтобы кого-нибудь закинуть в Мамору? Кого он хочет? Но на самом деле с каждой победой легионка его становится намного огромнее. Ну, кстати, найдет маску 5-го тира, то будет вообще шикарно. Надо поменять местами. Видишь, куда у него сейчас ДК поставлен? Кстати, антимага не используешь. Мог бы поставить его под героев с маной. А так антимаг присасывается к легионке и ничего не делает. Ой, хорошо. Ой, как хорошо. Отлично. Имба щит 5-го тира. Как много урона вернул этот щит 5-го тира. Это уму непостижимо. Но это на самом деле обоюдоострый меч, потому что Сергей-то может найти себе тоже щит 5-го тира. И тогда будет уже не так радужно. $21 000 урона. Да. ДК с Башером. Но на Башера как-то особо плевать, потому что у него гритеры. Жетон отступника не хочется убирать, согласен. Жетон отступника сильный предмет. Да и драконий рог не особо хочется переделывать. Сейчас посмотрим, что с этих мобов упадет. Упадет что-то полезное, будет приятно. Почти 1000 урона с руки у легионки. Знаете, в чем прикол? Сейчас у Сергея будет минус 50% хп. Из-за того, что они 1 на 1 дерутся, у него будет минус 50% хп. И, соответственно, одна ошибка, и ты ошибка. Кстати, наверное, если бы не было у него щита 5-го тира, он бы мог от мобов откиснуть на секундочку. Так, что там по реликвию? Посмотри реликвию. Реликвию сначала посмотри, может еще раз мастерская бума упадет. Тайд. Отлично. Интересно, рискнет с маской 5-го тира? Я думаю, рискнет. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, он играет ва-банк.
У ДК, если что, БКБ, поэтому на контроль особо плевать, но у него есть башер второго тира, точнее первого тира, который имеет некий шанс, что все-таки даст в табло. Легионка, живи, легионка, легионка, давай, легионка. А у него щит пятого тира. Есть. Ху. Ху. Кто вдруг не понял, что только что произошло, то когда легионка ударила, точнее наоборот, когда ДК ударил, ему щит пятого тира вернул тычку, и легионка крит прописала ему, он умер. Вот это у меня сейчас игра. Чисто на удачу. Кому повезет больше? Мог бы уже Мамору 10 раз использовать. Ну ладно. Тоже такое. Я бы Рики закинул бы, например. 500 урона у легионки на пассивке. Короче, 1000 урона с руки у легионки сейчас. Опа! Ха-ха! Поставил прямо напротив ДК. Давай, режь. Еще. Хорош. Ну все, ну все. Не, щит пятого тира лютая имба. Прям очень вкусно. За ДК, конечно, обида, но... На самом деле нет. Но прикол в том, что сейчас, если немного не фартанет, то все. Не знаю, почему он на ДК не хочет поставить себе 6 троллей, потому что у него чистый урон. Поставил бы 6 троллей, поставил бы себе горн. И кайфовал бы от жизни. Но он как-то на ДК тупит. Не знаю, почему так он тупит. У него куча вариантов, как можно что сделать. Рыцари ему максимально бесполезные. Ставь себе просто троллей. Ставь себе горн. Пока легионка будет долбить горн, ДК в это время накидает в табло. Ладно. Легионка уже почти с первого удара убивает. Нет, 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 жить, 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 жить. 3 хп. Ну все, это сейчас будет последний раунд. Сейчас это будет последний раунд. Кому больше фартанет. Кстати, плохо используешь потенциал Рики. Хотя на самом деле плевать тебе на этот потенциал Рики, потому что у него БКБ на ДК. Ответственный момент. Давайте посмотрим. Но он на ДК нормально... Ну вот, честно, тупит. Ну вот, не хочу ничего сказать, но он тупит. Ему на ДК просто надо было поставить себе 6 троллей и горн. Просто горн на агр. Легион как бы долбила этот горн и все. И делай, что хочешь. Тимага поставил под мана героя, хорошо. Вы это видели? Ваншот от легионки. Крит 5 тира сработал. Хорош. Вот это фарт. 45-й раунд. Сюда. За ДК обидно. Парень, к сожалению, не смог реализовать потенциал. О! Время активировать Мамору. Не, ну за 15 раундов Мамора могла и трехзвездочную фигуру найти, если что, на секундочку. И все-таки решил кого-нибудь закинуть. Жрицу закинул. После этого раунда будет последний. Держу кулачки за то, что он найдет себе маску 5 тира. Жетон отступника не хочется скипать. Но ему нужна маска 5 тира. Сейчас ему из рандомного сундука упадет, знаете что? Кираса. До сих пор помню, как мне во время стрима из рандомного сундука 5 тира упал Радик. Он у меня был в выборе, и он мне упал.
Так, ну как минимум уже есть парочка бесполезных предметов. Хорошо. А вот тут загвоздка, да. Что скипать? Жетон отступника не хочется скипать. Ой, как не хочется, но, наверное, придется. Ну или драконий рог, да. Я думаю, драконий рог. Да. Маска 5-го тира, хорошо. Сейчас ему будет намного проще. Только надо посмотреть, что теперь у этого ДК. Хотя на самом деле плевать. Потому что если ДК там нашел себе бессмертие, будет туго. По итогу Мамору просто продал. Убирай! Фу. Если бы он сейчас не успел убрать духа, он бы проиграл. Это была бы самая обидная. Ну, у ДК там предметы очень плохие. Как ему фартануло! Как ему фартануло! Просто показал скилл. Просто показал скилл. Обалдеть! Вы это видели? Если что, Легионка дала пару ударов. У ДК сработал щит 5-го тира несколько раз. Легионка умерла, у него было бессмертие. И просто за это бессмертие ни разу щит 5-го тира ничего не вернул. И когда бессмертие закончилось, то, соответственно, тоже ничего не вернул. Это было жестко. Это было очень жестко. Топ-игра. Топовая игра. Честно, не зря свое время потратил. Но он на ДК вообще какую-то там дичь собирал. Он поставил себе там цепочки, шарбезно, вот это вот все. Но это все ему не надо было. Зачем оно ему надо было? Ну и самое главное, у него стоит до сих пор 6 рыцарей. Чел, против тебя легионка с чистым уроном с руки. Зачем тебе легионки? Ой, легионки, рыцари. Боже, короче, игра топ. Но, Сергей, я надеюсь, ты увидишь этот ролик. Надеюсь. Если увидишь этот ролик, почему ты не поставил 6 троллей? Почему ты не поставил Горн? Ну тебе ж бессмысленно было сидеть в 6 рыцарях. Вообще бессмысленно было. Почему у тебя куча предметов на контроль было? Почему ты их не ролил? Тебе бы и маска 5-го тира помогла, и тоже перчатка бы 4-го тира помогла. Тебе бы и бессмертие тоже помогло бы. Блин, ну ладно. Я кайфанул от этой игры. 1000 урона с руки у легионки. Кайф. Вот это вот легионка, вот это мощь. Вот такие игры я люблю, ребят. Вот такие. Не на имбе. Красивые, эпичные. Ну, конечно, не 45 раундов плюс, потому что 45 раундов плюс долго комментировать. Лучше покороче, но я доволен. Я потратил свое время не впустую, мне понравилось. Игра топ. Я рад. Что думаете вы по поводу этой игры? Напишите, соответственно, в комментариях. И, соответственно, если вы на меня не подписаны, обязательно подпишитесь, поддержите этот ролик своим лайком. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео и в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!